Всем доброго утра. У меня сейчас утро, 10 часов утра. All has changed, no time to wait. Orcs and demons lurking, but I'm not afraid. Well prepared, confident, rushing through the... Выползла на улицу уже. Еду сейчас в школу к девчонкам. Зачем я еду в школу? Мне нужно из школы взять ксерокопию свидетельства ИИ, потому что в египетских школах, когда дети учатся, свидетельство о рождении остается постоянно в школе. Вот мне для адвоката нужно взять копию свидетельства и свидетельство о рождении Малик у меня на руках. И мне нужно также взять бумагу, выписку о том, что они учатся в этой школе. Это нужно все для адвоката, он сказал. Остальные документы я вчера вот вечером сидела, занималась ночью. Все нашла то, что нужно. И в понедельник мы с ним встречаемся. Я пойду делать доверенность опять. В который раз. В прошлый раз пробовали, там не получилось. Я надеюсь, что с этим адвокатом у нас получится. Вот сейчас буду брать такси, поеду в школу. В днях Рамадана запуталась. То ли 14, то ли 15 сегодня. Что-то я вообще уже... Что я еще не спала. Потому что мне нужно съездить с утра в школу. Я боялась проспать. И сегодня еще в 3 часа придет хозяин квартиры. Не знаю, что, о чем будем разговаривать, как мы будем вообще. Что там будет, даже я не представляю. Ребята еще спят, все еще спят. Мама сегодня осталась у нас, чтобы меня поддержать морально. Я так думаю, что поэтому мама сегодня осталась. Вот, так что все еще спят, я поехала. Ну все, я взяла документы, значит, мне отдали зачетки Малика и вот у меня здесь. И плюс директор мне еще написал то, что нужно. Вот, то есть он, адвокат попросил выписку из школы, и вот директор сел и под копирку написал как раз вот все вот эти нам нужные бумаги. Копию свидетельства о рождении и он сказал прийти забрать в субботу. Сейчас он говорит, нет доступа к данным. Вот, ну как бы я очень рада. Вот сейчас поеду уже, наверное, домой. Всем доброго времени суток. Вот у нас сейчас день. Потому что многие возмущаются, что вы там по ночам шарахаетесь по улице. Мы днем сейчас с Малик идем. Да, Малик? Угу. Как дела у тебя? Нормально. Нормально? Не помню. По делам сейчас идем. Вот, хотела поделиться, вчера приходил хозяин. Я вам вчера обещала, что я расскажу вам о приходе хозяина квартиры. Он должен был прийти в 3 часа дня. Вот, и он пришел вместе с нашим Бабебом, так называемый консьерж. Вот. И как бы наш разговор начался с того, что он мне сказал, что я звоню вашему мужу Мухаммеду. Где-то в течение уже 10 дней он на меня не отвечает. Я говорю, хорошо. Ситуация такая, что мы с ним разошлись. Он здесь уже, в этой квартире, он 2 месяца не живет. И денег он не дает. Я говорю, хорошо, какая ситуация с вами? Он говорит, он мне в этом месяце, то есть это вот сейчас, сегодня уже конец мая, то есть последний день мая. Вот. На сегодняшний день он мне за май, за этот месяц заплатил всего 200 фунтов. Вот, что я как бы ничего не ответила, но на самом деле он мне говорил в начале, в самом месяце, что он заплатил целиком весь рент.
То есть это опять вранье. Я говорю, хорошо. Значит, он заплатил вам за этот месяц всего 200 фунтов. Значит, что вам нужно от меня? Какая у нас с вами будет договоренность? Он мне начал говорить, что... Я говорю, во-первых, мне нужен контракт, потому что адвокат сказал мне обязательно предоставить контракт, что я арендую квартиру на свое имя, что я ее оплачиваю. Он сказал, я не могу с вами контракт заключить. Я говорю, почему? Потому что вот Мухаммед, то есть Мухаммед-то здесь оставил. Мало того, что учителей я разгребала. Вот это отношение, которое было, сложилось из-за того, что он постоянно не платил. И сейчас уже хозяин квартиры. Я говорю, я говорю, я не могу жить без контракта. Вы мне даете деньги и живете. Я говорю, так дело не пойдет. Потому что у меня самое главное условие, это, конечно же, контракт. Вот. И он говорит, хорошо, мы подпишем контракт, только вы оплачиваете за все. То есть, если контракт будет на год, вы оплачиваете за весь год. Я говорю, что за идиотизм? Я сейчас пойду в любую квартиру, вот я искала в аренду, я плачу первый и последний месяц. Если там есть какие-то комиссионные там агентства или там Бауэбу, который помог мне найти, я плачу ему. Никто не представляет таких условий. Вот. Ну, короче, я так понимаю, по его настрою, потому что он стал меня спрашивать, а почему вы... Я ему показала документы, я говорю, вот у меня здесь вот папка с документами для адвоката. И вот это документы, которые пойдут к Клэру, потому что я буду с Мухаммедом делать развод. Вот. И он стал мне говорить, а почему там? То есть я поняла, там уже этот и там нажаловался. Зная его прекрасно, пытаясь перетянуть людей на свою сторону, он наговорил всяческих гадостей. И вот такая ситуация. Но в результате я ему заплатила за этот месяц, который у нас сегодня последний день. И я договорилась, что в следующем месяце буду оплачивать. Но я сказала, что у меня обязательное условие – это контракт. Вот. И он сказал, мы с ним договорились, потому что я в понедельник встречаюсь с адвокатом. Вот, мы идем в Шейр-Акари. Значит, я договорилась с ним на субботу, что в субботу после молитвы Таравих он подойдет, и мы подпишем с ним контракт. Такая вот ситуация. Подробно и долго. Вот. Но это так, как оно есть, просто чтобы было понимание. То есть одно дело, что говорит этот человек, я имею в виду мой муж Мухаммед, еще все муж. Вот. А другое дело, что он на самом деле делает. И, конечно же, вот это беспробудное вранье. Вранье, которому нету ни конца, ни края. Но я так думаю, что, дай бог, это вранье по поводу квартиры, это будет последним его враньем, которое нас будет вместе с ним связывать. Но на самом деле, чем хуже, тем оно лучше. Чем хуже будет сейчас, тем лучше. Пускай человек себя показывает со всех сторон, и для меня это лучше. Знаете, вот что уже, как говорится, точка невозврата пройдена. Чему я очень рада, очень довольна и абсолютно счастлива от этого. Вот. Как я уже говорила в одном из видео, мы кушаем, что хотим, мы делаем, что хотим. Нам не нужна эта responsibility, так называемая, мнимая. Вот. Мы сами, дай Бог, совсем справимся. Хотела вас поблагодарить. Спасибо большое всем за поддержку. Спасибо огромное, потому что мне не всегда во всех видео получается вас поблагодарить. Я благодарю вас всех за такую поддержку, за такой ваш моральный саппорт, такой мощная энергетика. Благодарю также вас за ваши советы. Многие пишут в комментариях, что зачем вам, как говорится, слушать рекомендации ваших подписчиков. То есть зачем так прислушиваться.
я понимаю, у всех идет своя жизнь, у меня тоже идет как бы своя жизнь. Но определенные вещи, я считаю, что нужно прислушиваться, обязательно нужно прислушиваться к тем людям, кто что-то рекомендует, кто-то что-то советует. То есть определенные как бы... Потому что, возможно, опять же, я скажу, что я чего-то не вижу, потому что я нахожусь внутри ситуации, вы снаружи, как бы вы видите, возможно, больше, чем какие-то вещи, которые вижу я. Вот. И вы мне, как говорится, говорите что-то, и очень есть полезные дельные советы, я с удовольствием их применяю. Спасибо вам огромное. Вот, но я уже дошла, сейчас мы зайдем и... Day by day, desperate fight. My fears are waiting for me at the outside. Overwhelmed, feeling low. I'm the star in this depressing one-man show. All has changed, no time to wait. Orcs and demons lurking, but I'm not afraid. Well prepared, confident, rushing through the halls with the sword in my hand. Getting stronger every hour, casting spells with so much power. People raise my banner, tanks on every castle tower. No quest too hard for me. If you wanna join, just bend the knee. Don't miss the chance of victory. We're gonna make history. Whatever, I wanna